Всем добрый день! Меня зовут Анна Тюмерова. Мы снова вместе будем делать красивые цветочки своими руками. В этот раз мы будем делать вот такой вот красивый белый цветочек из конфеты Ferrero Rocher. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно пишите мне свои комментарии под этим видео. Для изготовления цветочка я беру конфету Ferrero Rocher, проволоку толщиной 0,7 мм и белую гофрированную бумагу. Теперь мне нужно закрепить конфету Ferrero Rocher на проволоку. Для этого я беру проволоку и кончик проволоки закручиваю при помощи круглых губцев и делаю вот такую петельку, ножку для моей конфетки. Вот такая она у меня получается. Для того, чтобы конфетка у нас не вылетала из букета или из цветочка, так как она держится буквально на одной капельке, я предлагаю туда добавить еще пару-тройку капелек с разных сторон под саму конфетку. Теперь наношу снизу клей и прикрепляю ее к проволоке. Теперь с этой конфеткой мы будем делать цветочек. А для цветочка я беру гофрированную бумагу белого цвета. Ширина моей полоски 6 сантиметров. И нарезаю ее на отрезки 2,5 сантиметра. Для того, чтобы сделать 6 лепесточков. Я обычно прикладываю первый лепесток в качестве шаблона поверх. И у меня получаются одинаковые такие заготовки. Каждый из них я складываю пополам. Верхушку я немножко заостряю. Низ, уголочек упираю. Получается вот такой вот лепесточек. И этот лепесточек я в середке растягиваю. И то же самое делаю с каждой заготовкой, которая у меня есть. Все 6 лепесточков я обрезаю таким образом. Теперь каждый из них мы растягиваем посередине. Получаются вот такие вот округлые лепесточки. И эти лепесточки мы будем как раз и собирать в наш цветок. Теперь наношу термоклей по низу и приклеиваю вокруг нашей конфетки. Беру второй, на него тоже наношу термоклей и приклеиваю следующим. Так у меня по кругу первый ряд 3 лепесточка и второй ряд тоже 3 лепесточка. Сейчас, смотрите, получилось вот так. Вот такой цветочек с 3 лепестками. Теперь беру следующий лепесток, уже 4-й. И вот так вот по кругу вторым рядом между лепестками первого ряда я приклеиваю 4-й лепесток. Оставшиеся 2 приклеиваю точно так же между следующими лепестками. У меня получается вот такой цветочек. Такие цветы мы можем делать разных расцветок, можем делать белый, сиреневый, красный и любые другие оттенки, которые у нас есть в цветовой гамме гофрированной бумаги. В любом случае они будут смотреться очень красиво в готовых изделиях. Я обязательно вам покажу свою композицию с этими цветами, поэтому следите за новинками на моем канале. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик для того, чтобы следить за новыми мастер-классами. И обязательно пишите мне комментарии под этим видео. С вами была Анна Тюмерова. Пока-пока!